Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать нежнейшие цветочки. Моя авторская разработка. Используем бисер. Бисер крупный, неровный. Изнутри прокрашен серебром. Перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Вот хорошо видно. Крючок 1,4. Пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Вы можете взять буквально любой цвет пряжи. И бисер также можно крупный взять любой. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение с 10 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово. И теперь я в это колечко буду провязывать полустолбики с бисером. Очень внимательно. Я приступаю к выполнению первого ряда. Для этого я выполняю 2 воздушные, хорошо подтягиваю. И теперь подтягиваю бисеринку, выполняю накид на крючок. И в мое колечко провязываю полустолбик с бисером. Подтягиваю бисериночку и провязываю второй полустолбик с бисером. При этом, обратите внимание, я ввязываю нить, которая у меня осталась. Третий полустолбик, четвертый, пятый, шестой и так далее. Всего у меня должно получиться 16 таких полустолбиков в мое колечко. Мы выполнили 16 полустолбиков в наше колечко. Я завершаю выполнение моего первого кругового ряда. Пропускаю 2 воздушные очень внимательно. Ввожу крючок в вершинку полустолбика. Выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Мой первый ряд завершен, и я приступаю к выполнению второго ряда. Для этого я выполняю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее 2 накида на крючок и ввожу крючок в эту же вершинку и выполняю столбик с 2 накидами. В моем случае 3 воздушные заменяют незавершенный столбик с 2 накидами, и я на основе в дальнейшем уже 2 столбиков с 2 накидами буду выполнять блок столбик. Начинаем выполнять натяжки, то есть смотрите, накид, и я вытягиваю петлю. Это первая натяжка, всего их должно быть 9, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 8 и 9. Далее я ввожу крючок в эту же вершинку, вытягиваю рабочую петлю. Далее я придерживаю все петли на крючке, захватываю рабочую нить и провязываю в один прием. Далее я выполняю арочку из 7 воздушных. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Теперь я остановлюсь, и вот смотрите, здесь я немножко поправлю. Прямо возьму и вытяну вот эту вершинку мою, куда я буду завершать выполнение ряда. Вот таким образом. Моя вершинка. Далее 7 воздушных, 2 накида на крючок. И я пропускаю одну вершинку, в следующую вершинку буду выполнять 2 столбика с 2 накидами незавершенные.
первый столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами незавершенный. Общая вершинка. Далее, опять же, на основе этих 2 столбиков я выполняю блок столбик, накид, и вокруг столбика, видите, вот такое обвитие. Вот таких натяжечек мы выполняем 9, как и ранее, и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее я ввожу крючок в вершинку, захватываю рабочую нить, аккуратненько придерживаю и провязываю. Можно аккуратненько поправить вот таким образом. Далее я продолжаю работу и выполняю опять же арочку из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида на крючок, пропускаю одну вершинку, в следующую вершинку выполняю 2 незавершенных столбика с 2 накидами. Первый и второй. Общая вершинка. И далее мы так выполняем с вами наши блок столбики. Выполняем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 8 таких блок столбиков. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего второго ряда. Напоминаю, после того, как выполнили последнюю арочку, я ввожу крючок. Арочка у нас из 7 воздушных. Вершинку, которую мы с вами, помните, обозначили, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И теперь я могу приступить к выполнению следующего, третьего ряда. Для этого я выполняю одну воздушную петлю. Буду выполнять под арочку полустолбики с бисером. Воздушную петелечку вяжем рыхло, не затягиваем. Далее накид на крючок с бисеринкой, вот таким образом. Я ввожу крючок под арку и буду выполнять под каждую арочку 7 полустолбиков. 1, 2, бисериночку подтягиваем, накид с бисериночкой, 3, 4, 5, 6 и 7. Выполнили. Далее все очень просто. Мы выполняем точно так же 7 полустолбиков с бисером под следующую арочку. Накид, ввожу крючок под арку и выполняю первый полустолбик с бисером. Далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой и последний, 7 полустолбик. Напоминаю, все полустолбики у нас с вами с бисером. Вот таким образом мы с вами выполняем наш ряд. Достаточно просто и смотрится аккуратненько и красиво. Мы завершаем с вами выполнение нашего третьего ряда. Полустолбики у нас с бисером. Я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку первого полустолбика и выполняю соединительную. Подтягиваем. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению четвертого ряда. Для этого очень внимательно я выполняю еще одну соединительную вершинку следующего столбика. И теперь начинаю выполнение моего
лепесточка непосредственно. Смотрите, как я это делаю. Выполняю 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Выполнила. Далее выполняю 2 накида на крючок, ввожу крючок в эту же вершинку. Очень внимательно. Выполняю столбик с 2 накидами. Далее в следующую вершинку я буду выполнять 2 столбика с 3 накидами с общим основанием. То есть ввожу крючок в вершинку, выполняю первый столбик с 3 накидами и в эту же вершинку провязываю второй столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Выполнили. Далее будем выполнять 3 столбика с 3 накидами с общим основанием. 3 накида на крючок, ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю первый столбик с 3 накидами. Далее в эту же вершинку второй столбик с 3 накидами. И третий столбик с 3 накидами в эту же вершинку. Ничего сложного. Выполнили. Далее в следующую вершинку мы выполняем 2 столбика с 3 накидами с общим основанием. Первый столбик с 3 накидами. Далее второй столбик в эту же вершинку с 3 накидами. Вот таким образом. Видите, уже красиво у нас с вами такой лепесточек получается. Далее в следующую вершинку я выполняю столбик с 2 накидами. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в эту же вершинку соединительная. Наш с вами лепесточек готов. И обращаю ваше внимание, что вот у нас 7 полустолбиков. Сам лепесток мы выполняем на центральных 5 полустолбиках. Далее я выполняю соединительную следующую вершинку. И перехожу на следующую арочку. Выполняю первую соединительную и вторую. И только теперь приступаю к выполнению лепестка. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами в эту же вершинку. Далее 2 столбика с 3 накидами с общим основанием. Я начну выполнение второго лепесточка, вы продолжите самостоятельно. Первый столбик и второй столбик с 3 накидами в эту же вершинку. Далее 3 столбика с общим основанием и так далее. Все точно так же, как мы выполняли с вами в этом лепесточке. Так вы выполняете до конца ряда все наши лепестки, и завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили все наши лепесточки и завершаем выполнение нашего 4-го ряда. После того, как я выполнила соединительную, я выполняю еще одну соединительную, захватываясь за дальнюю полупетлю моей соединительной. Видите, вот она в предыдущем ряду была. Мой 4-й ряд завершен, я могу приступить к выполнению 5-го ряда. Смотрите, я выполняю в следующую соединительную, опять же соединительную петлю или столбик, захватываясь за заднюю или дальнюю полупетлю. И далее вот мои воздушные петелечки, я буду в них провязывать. Сначала буду выполнять 3 столбика без накида. В первую воздушную ввожу крючок и выполняю первый столбик без накида. Далее второй и третий. Далее я буду выполнять полустолбики с бисером. Я подтягиваю мои бисеринки, выполняю накид на крючок с бисеринкой и ввожу крючок в воздушную петлю. Выполняю первый полустолбик с бисеринкой и далее в каждую вершинку еще по одному полустолбику.
Считаем. Второй. Третий. То есть каждую вершинку. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Видите, вот вершинка моя. И еще один полустолбик с бисером я выполняю как из противоположной стороны в воздушную петелечку. Вот моя воздушная петля, и в нее я выполняю полустолбик. И мы с вами выполнили 11 полустолбиков. Далее я выполняю, как и здесь, 3 столбика без накида. Считаем. 1, 2, 3. И далее соединительными перехожу для выполнения моих полустолбиков на следующем лепестке. Столбиков, полустолбиков я выполняю первую соединительную, за дальние полупетли мы выполняем вторую, третью и четвертую. Мы в предыдущем ряду выполняли с вами 4 соединительные, и вот мы их провязываем в этом ряду. Далее продолжаем все точно так же, как выполняли в моем лепесточке. Я выполняю первый столбик без накида, далее второй, третий, и далее идут полустолбики с бисером. Напоминаю, всего их 11. Первый воздушную и последний у нас воздушную, а все остальные у нас вершинки. Так мы вяжем с вами до конца нашего ряда и обвязываем каждый лепесточек самостоятельно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили обвязочку всех наших лепесточков, и теперь смотрите, после того, как я выполнила 2 соединительные, я выполню еще одну соединительную. Аккуратненько, вот таким образом. Далее выполняю воздушную. Ниточку обрезаю. Хорошо подтягиваю. И остаток нити убираю по изнаночной стороне вдоль полотна. В центр при желании можно подшить или бусинку, или кристаллик. Вот смотрите, я вам покажу. Можно кристалл вот таким образом подшить. Вот так будет смотреться ваш нежный красивый цветочек. Можно подшить бусинки. Побольше бусинка и поменьше. Экспериментируйте. Я подошью бусинку, беру ниточки. Мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Мы с вами убрали ниточки, подшили бусинку. И вот я выполнила еще точно такой же цветочек в белом цвете. Цветы получаются нежнейшие, нарядные. Можно использовать буквально для любого декора. Давайте изнаночку посмотрим. Обязательно пишите, где вы планируете использовать такую красоту. Можно использовать в ирландском кружеве. Ну, то есть везде, где захотите. Можно использовать для создания украшений, какой-либо композиции. Вяжется цветочек достаточно просто и быстро. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И не забывайте, конечно же, ставить лайки. И кто еще не подписался, подписываться на мой канал.